Доброго времени суток! За прошедшие месяцы мы работали по многим направлениям, и начнем с того, что игрок видит при первом знакомстве с проектом. Благодаря сотрудничеству с командой Stalker Nexus был разработан новый лаунчер с необходимым функционалом, а также удобным и приятным дизайном. Лаунчер способен скачивать и обновлять игру, обновляться сам и показывать новости об обновлениях. Совсем скоро в лаунчере появятся новые возможности, и он станет еще удобнее. В конце прошлого года мы закончили работу над внедрением сетевой библиотеки от Valve Steam Networking Sockets, что позволило в целом увеличить скорость соединения и сделать сетевую игру стабильнее. Также была полностью обновлена синхронизация мутантов и внесено множество различных сетевых правок. Одним из самых заметных изменений стало добавление в проект Gunslinger Mod, оружейной модификации с современными моделями и анимациями. Отметим, что Gunslinger Mod все еще в процессе адаптации. Заодно мы полностью изменили принцип озвучки стрельбы у автоматического оружия, что позволило улучшить качество его звучания, сделав стрельбу мягче, и немного оптимизировать нагрузку в активных боях. Одновременно были переработаны все звуки механики оружия и приведены в единый стиль. Также ведется работа по выведению звуков взаимодействия с предметами в инвентаре в мир, чтобы окружающим были понятны действия игрока. Кроме доступного в оружейном моде на данный момент оружия, мы реализовали светошумовую гранату, использовав незадействованную в Gunslinger Mod модель. Эта граната не только корректно работает в схватке с игроками, но также отпугивает мутантов и сталкеров. В данном обновлении мы переработали множество анимаций персонажа, например, передвижение. Была обновлена большая часть сетов анимаций бега, ходьбы, заменены анимации движения в положении сидя, а также скорректировано положение камеры. Много работы было проделано над анимациями взаимодействия с оружием, внесены правки по уже присутствующим анимациям и добавлены новые. Разумеется, появились долгожданные анимации полной и неполной перезарядок. Также в настройки игры добавилась галочка для включения гибридного прицела. Теперь вы сможете прицеливаться на мушку при игре от третьего лица. Состояние тяжелого ранения превратилось в полноценную механику, благодаря которой игрок может ползком добраться до укрытия или дождаться помощи товарища. Ну чё разорался? Сейчас помогу. В перерывах между волнами игроки смогут пообщаться с другими за счет жестов, анимированных как от первого, так и от третьего лица. Либо вы можете даже сыграть в игру. Продолжили развивать идею и активируемых артефактов. Механика доработана таким образом, чтобы игрокам было проще заметить ненадолго образовавшийся островок безопасности. Активация и действие артефактов полностью анимированы и озвучены. Также добавлен второй артефакт, который исцеляет членов отряда в определенном радиусе. Оба артефакта доступны по клавише 7 по умолчанию и переключаются между собой так же, как гранаты. Не забыли мы и про интерфейс. Был полностью пересмотрен подход к его отрисовке, что позволило не только улучшить качество отображения элементов в целом, но и снизить падение качества при масштабировании на маленьких или очень больших экранах. Что касается структурной и визуальной частей самого интерфейса, они были переработаны в угоду лучшей читаемости и универсальности. Например, панель статуса стала намного удобнее благодаря четкому разделению на цвета. К тому же теперь она достаточно универсальна и для других настроек, и даже режимов. Доработке подверглась и мини-карта. Пропала необходимость приглядываться к значкам. Они стали ярче и заметнее. Об опасных зонах сообщают индикаторы в нижней области карты, а иконки на ней теперь заметно крупнее. Также был добавлен так называемый азимут – ось координат, благодаря которому при необходимости можно сообщать товарищам информацию о местоположении важного объекта или противника.
Панель отряда теперь занимает меньше места и предоставляет игроку не только более подробную информацию о состоянии товарища, но и данные о наличии у него важных предметов. Индикатор механики единства был перенесен к панели отряда и сделан намного более заметным. Кроме того, чат тоже доведен до ума. Например, увеличен его габарит. Уточним, что интерфейс все еще в разработке и будет многократно дополнен и улучшен. Карта «Барьер» режима «Оборона» была немного изменена и доработана, а также добавлены новые «Застава», «Деревня новичков» и «Пространственная аномалия». На всех картах появилось ограничение игровой области. Попадая в эту зону, ваш персонаж умирает через короткий промежуток времени. Теперь игрокам не удастся держать оборону в безопасной ранее области, даже если за пределы игровой зоны их вытолкнет мутант. Для всех карт были добавлены индивидуальные озвученные сценки, а на ночных картах доступны фонари и прожекторы, которые можно включить, используя рычаги или генераторы. Также, чтобы поиск снаряжения стал удобнее, теперь все найденные сундуки отмечаются на мини-карте. Чтобы сделать атмосферу каждой карты индивидуальной, а бои на них ощущались более динамичными, на все карты добавлены эмбиенты и динамический саундтрек. Все композиции написаны специально для проекта. Сейчас же мы работаем по множеству различных направлений. Обновление 0.7.3 уже доступно для скачивания. Ссылку на лаунчер можно найти в описании к видео и на всех официальных ресурсах проекта. Там же есть подробная инструкция по установке и настройке игры. Вы можете присоединиться к нам в сообществе ВКонтакте и Discord-сервере, а также поддержать нашу работу на Boosty и Patreon. Благодарим всех за поддержку и желаем приятной игры.